Knuckles Chaotix — милый скрытый платформер Соника, о котором знают все, кроме людей с личной жизнью. Видите, он тут появляется. Это Соник! Почему мы не играем за него? Кто такие хаотиксы? Эти вопросы вас не должны волновать, потому что игра не канон. Английская и японская версии истории отличаются очень сильно, и у них нету никакого смысла. Существуют разные версии хаотиксов, а современные вообще другие челы. Так что не берите в голову. Знаете еще почему? Потому что игру не переиздавали. Она так и осталась ромом для 32X. В этом видео не будут факты, это мое первое прохождение, так что буду рассказывать исключительно про мой опыт с игрой. Расскажу про новые механики, как работает геймдизайн игры и как все это связано с типичным геймплеем Соника с его физикой. А физики тут как раз много. Графика просто офигенская, словно это PS1. У каждого спрайта столько деталей и цветов даже. Сделали кучу крутых эффектов, даже классное 3D завезли. Цветовая палитра меняется на ходу. Некоторые платформы вот так приятно исчезают. Когда участок уровня перед нашими персонажами, он становится прозрачным, как в современных играх. Персонажи постоянно увеличиваются и уменьшаются, как в Sonic Rush, что тоже сделано, чтобы продемонстрировать технологии. Отличные технологии. Я не знаю, почему они так резко падают вначале, я ни на что не нажимаю. Анимаций много и все классные, а я просто обожаю хорошую анимацию. Конечно, отдельного упоминания заслуживает Эгман и мой братан Вектор, который является одним из самых анимированных персонажей вообще в принципе. Он такой забавный. Немного жаль, что на 32X не сделали привычного Соника, я бы на это посмотрел. Но хотя бы тут вставили достаточно привычных элементов из Соника. Кольца, пружины, бамперы, шипы, переключатели, мониторы. И можно представить, как это все бы выглядело. Звуковые эффекты из CD, я их узнаю везде. А вот музыку поменяли, что довольно забавно, ведь я как раз поговорил о Sonic Adventure, где также поменяли музыкальный стиль. Она стала по-диснеевски волшебно-мистической, словно это не платформер, а приятный сон. Падников поменяли, что тоже довольно забавно, потому что они не так часто появляются, зачем так старались. Начинается Knuckles Chaotix, как и любая другая игра с таким названием. Логотип Sega появляется в космосе и двигается как какое-то желе, после чего отражает свет. Камера медленно показывает освещенный город, над которым летят золотые шары. Это важно. А рядом пролетает тот самый батник из CD. Появляется очередной Metal Sonic, который как-то вернулся. Теперь его зовут Кай. Шары летят мимо, а металл прямо на нас. И по дороге мы встречаем главный экран. Окей, круто, что продолжают традиции, где показывают всех персонажей на главном экране. Причем тут их много. Однако у меня столько вопросов. Почему вместо того, чтобы остановить металл, они тусуются у этого знака? И неужели мы впервые увидели магию, которая использует Тикал? Сами посмотрите, мы видим несколько шаров, которые летят в нашу сторону. После чего вместо них появляются наши звезды. Хотя они наверняка просто сидели и ждали, пока мы не нажмем старт. Ведь если мы этого не сделаем, начнется демо-режим, и они не смогут начать приключения. Главный экран раскрывает тайный план Наклза по захвату вселенной. Потому что его имя не появляется в названии. Оно только на американской обложке. Потому что да, в Японии игра называется просто Chaotix. А так игра про Эспио. Да. Даже убрали Супер Соника и Тейлза, чисто чтобы новые персонажи смотрелись круче. Эмблема Наклза больше не белая, а желтая. Это меня беспокоит. Типа, этим тоже хотели показать, на что способен 32X? Или это просто ошибка? Добро пожаловать в следующий уровень мира 32X. Я теперь должен пройти другие игры, не так ли? Меню сохранений просто шикарное. Нам показывает, на каких актах мы остановились. Прикольно, что игра их запоминает. Также, сколько мы провели в игре. Я замечательно провел в ней час. Есть выбор между авто и обычным сохранением. Зачем? Пусть игра сохраняет все сама, как 3 Knuckles. Позже нас спросят, если мы хотим играть в одиночку или вдвоем, но в первый раз игра просто начинается. Сначала может показаться, что это типичный Sonic, только Knuckles почему-то несет кольцо, и интерфейс использует другой шрифт и показывает миллисекунды. Есть привычные пальмы, нужно прыгать, холмы влияют на скорость, собираем кольца, чем вам не Соник? И знаете что, у нас есть напарник, конечно же, но его можно потерять, и когда это происходит, можно еще раз ощутить эту простоту. Но все меняется, когда мы встречаем Эгмана рядом со странной машиной из Мании Плюс, где заточен Эспио. Эгман убегает, и он выходит. Интересно, как он попал в эту ситуацию. Вот бы был какой-то священный манускрипт, который бы мне это все объяснил. Значит, Эспио всегда был детективом, и из-за его любопытства его поймали. Хотя вроде Эгман поймал всех хаотиксов, и прямо сейчас мы спасли всех сразу. Metal Sonic перемещает доктора в безопасное место, а нас отправляют в обучение. Кажется, что Кай будет важнее для сюжета, но нет, он появляется только тут и в конце. Однако, если подождать на уровне достаточно долго, он начнет вас атаковать со своим фирменным лазером. Обучение можно пропустить, что очень кстати, если вы не хотите
его делать. Но я, конечно же, хотел посмотреть на все, что предлагает игра. Прикольно еще, что засунули и видео, которые показывают, как играть, но и мы должны что-то делать. Значит, можем призвать персонажа к нам. Это сделано потому, что они могут застрять, но я не использовал. Эта способность тратит кольца, которые нужны для спецэтапов. Мне кажется, это правильно, ведь лучше разобраться в управлении, чтобы пройти уровень, а не просто призвать персонажа. На Б рядом с персонажем мы можем его поднять и бросить на платформу. Это полезнее и честнее. Вот как работают кольца. Зажимаем Б, персонаж останавливается, при этом мы можем бегать, держим бег, но при этом отпускаем Б, когда светлячки становятся красными, и получаем хороший такой буст. Не так уж и плохо для начала, и приятно ощутить эту скорость. Теперь пойдем налево, зажав Б. Но на этот раз мы должны продолжать зажимать Б, при этом отпускаем бег, и когда проходим мимо персонажа, уже отпускаем Б. Это и так звучит сложно, но выглядит прикольно, и вроде бы у меня получилось. Однако игра не хотела меня отпускать. Она продолжала меня гонять по тем же петлям. Определенно я что-то пропустил, но вместо того, чтобы перезапустить обучение, я продолжал бегать 6 минут. Ну а что, я никуда не торопился. Плюс я смотрел видео на ютубе на фоне, и мое внимание больше было направлено туда. Если бы я смотрел исключительно на игру, то точно бы перезапустил. Но я рад, что этого не сделал, потому что вот я бегал по этому бесконечному коридору, и тут я понял смысл игры. Смотрите, я не смог выполнить задачу, и меня заставили пройти тот же участок еще раз и еще раз. А после обучения то же самое. Я постоянно карабкался наверх по тем же петлям. Делая то же самое, игра нас учит, как играть. После каждого прохождения уровней или после смерти мы попадаем в этот хаб и бегаем направо по этому коридору много раз, каждый раз. Мы к нему привыкаем и всегда понятно, что делать. Постоянно знаем, что нас ждет. Постоянно бегаем направо. Так, попадаем в хаб, бегаем направо, окей. И вот штука, которая позволяет выбрать уровень после прыжка на бампер. Уровень выбирается, мы его проходим. Так вот, в конце на этой локации, после коридора, появляется босс Metal Sonic, которого нужно победить как раз при помощи бампера, при помощи которого выбираем уровень. И это делается ровно так, как при выборе уровня. Игра словно говорит нам: ты уже знаешь, что делать, чувак. Это был еще один отличный пример того, как игра учит нас, как играть, заставляя проходить один и тот же участок несколько раз. В классике мы занимаемся всякими рандомными вещами. Тащим блоки, ждем платформы. А тут основной геймплей и все. Да скучный, да однообразный, без челленджа. Но все-таки это образец хорошего геймдизайна, потому что игра делает то, что обещает. Ты хочешь скоростной платформер? Вот тебе скоростной платформер. Хочешь бегать быстро? Вот тебе одинаковые уровни, где бегаешь быстро. Уровни легкие и пустые. Чтобы получить удовольствие, ты должен себя заставить получить удовольствие. То есть у нас есть эта механика с кольцами, но ее вообще не нужно использовать, чтобы пройти уровень. Ведь мы и так быстрые, потому что у нас два персонажа, которые разгоняют нас быстрее, чем раньше, и способности хорошие. Стоит еще упомянуть, что из-за инерции колец мы и так прыгаем туда-сюда. Ты должен остановиться, вспомнить: эй, я же могу так! И вот как вы сами создаете себе веселье. Давайте вернемся к обучению. Значит, да, я пропустил тот факт, что надо было держать вправо после того, как прошел мимо напарника. Я так и знал. Вот моя любимая часть механики. Когда персонаж на платформе, а мы снизу, можем зажать вниз, чтобы зарядить кольцо, после чего нас запустят наверх. Когда на нашем месте другой персонаж, зажимаем Б, тем самым он начнет падать. Отпускаем Б, и его запустят наверх. Механика может быть забавной, но в этом проблема. Ты должен вспомнить, что ты можешь сделать и на какие кнопки это выполнить. Из-за этого геймплей не интуитивный. У тебя не так много команд, но ты должен понять, как их выполнить. Было бы удобнее, если бы каждое действие было на отдельную кнопку. У Сеги же куча кнопок. Хочешь наверх — это одна кнопка, налево — другая. Хотя это звучит еще сложнее, так что итоговый вариант лучше. Есть игра, даже серия Unravel, которая использует похожую механику с соединением персонажей. Может, там я смогу получить больше удовольствия. И вот начинается приключение. Появляются переключатели, которые прерывают геймплей, что бесит. Ведь ты должен остановиться и понять, на что нажать, чтобы правильно пройти и открыть путь. Но поверьте мне, после полного прохождения игры вы должны начать их ценить. Ведь такие переключатели появляются только здесь. В основной игре нет никаких препятствий, вы можете их без проблем пройти. Только иногда запутывают, непонятно где выход. Но стоит придерживаться 3 правил. Вам всегда нужно наверх, вы всегда можете проходить сквозь тонкие платформы, и кольца всегда указывают путь. Так что да, цените то, что у вас есть, пока это не отобрали. Значит, меняется время дня, что достаточно прикольно. Каждый раз, когда вы заходите на уровень, меняется антураж, и это круто. Это что, Sonic 06? Офигеть, это был Ledge Grab?
Follow me. Видим остров Карнавал сзади, потому что мы еще не на нем. Мы на изолированном острове. Нравится плашка в конце. Сначала на ней изображен Эгман, и кажется, что она очень тонкая, но стоит подойти, и она начинает крутиться с надписью Clear. Ну и ты, собственно, понимаешь, что она просто огромная. Если просто подойдете, то увидите космос, как при гейм-овере, и как персонажи празднуют конец уровня. Но если прыгнете в кольцо, начнется очень крутой спецэтап. Тут мы собираем разноцветные кольца, прям как в Secret Rings. Их 6. Как и новый остров, они появились после того, как Мастер Изумруд излучил свою силу в Sonic 3. В спецэтапах мы двигаемся автоматически в 3D-пространстве. У нас 2 раунда. Мы должны собрать совсем маленькое количество синих сфер, чтобы пройти. Но если не соберем все с одного раза, то не стоит унывать, ведь раунд начинается сначала. При этом мы уже сохранили сферы, которых собрали. Тратится только время. И тут в ход вступают кольца, которых мы до этого собрали на уровне. Ведь они выступают в качестве таймера. И, конечно, по спецэтапу будут разбросаны кольца. Нам будут мешать либо бамперы, которые посылают назад, но их можно использовать, чтобы взять сферу сзади, либо мешают ловушки, которые замедляют нас и отнимают кольца. Вы уже знаете, что кольца отвечают за время, так что это плохо. Также нужно прыгать, в чем иногда помогают пружины. Но из-за перспективы и дальности прорисовки иногда сложно понять, где появится сфера и где вообще земля, из-за чего я падал в никуда. Однако, если вам и этого челленджа недостаточно, то после прохождения можем их пройти еще раз. Но сейчас все стены будут прозрачными, что, конечно, усложняет процесс. Выглядит как древняя игра. После прохождения одного раунда нам пишут клево с несколькими буквами О. Special Stage самое продуманное, что есть в игре. И если у Мании первые Special Stage, которых я прошел, то есть они мне очень сильно понравились, то у Хаутиксов самые инновационные и интересные в плане геймплея. Кто-то даже сделал целую другую игру исключительно с таким геймплеем. Ран. Теперь выбираем основного персонажа в меню, которое сильно лагает. Не спрашивайте почему. Про персонажей и их способности я уже поговорил в видео про Sonic Classic Heroes, которого вы можете посмотреть прямо сейчас. Что очень кстати, благодаря этому то видео стало интереснее, а тут мы можем сконцентрироваться на других вещах. Но в общем, некоторые персонажи могут совершить рывок в любом направлении или карабкаться по стенам, чтобы Наклз не скучал один, наверное. Достаточно прикольно, что эти незнакомцы с одинаковыми способностями встретились на этом острове. Разве это не судьба? Играл за Чарми, потому что все говорили, что это легкий режим, и да. Но когда я понял, что мне придется пройти 25 уровней, конечно же, я выбрал персонажа, который способен все пропускать. Тем более, он первое насекомое, которое преодолело скорость звука. Так что я был обязан его выбрать. Конечно, так как я уже знаю раскладку уровней, во второй раз пройду игру с менее сильным персонажем. Нас отправляют на хаб, и да, это очередной аттракцион Эгмана. Вот даже экран с уровнями. Второй персонаж выбирается при помощи клешни из Mania+. У многих проблемы с этим, но у меня никаких. Скорость невысокая, как только нажимаешь на кнопку, клешня спускается. Да, персонажи падают и меняются местами, но это тоже не проблема. В большинстве случаев, если я концентрировался, то выбирал нужного персонажа и пришел к выводу, что Вектор для меня лучше. Его размеры идеальные для уничтожения врагов, хотя слышал, что у Эспио хитбокс больше, но не выглядит так круто, как Вектор. Такой выбор напарника тоже добавляет интереса играть. Уровни уже выбираются при помощи такого аппарата, которого я уже показывал. Если сконцентрироваться, то и тут можно выбрать, что вы хотите. Нужно понять тайминг. Если подождать, то он поменяется, а после прохождения нескольких уровней он вообще станет быстрее. Как это работает в плане исследования мира? Ну вот, например, я попал в 5-ю зону относительно в начале, и она для меня была невыносимо долгой. Я не понимал почему. Это же начало! Понял, что игра будет долгой, но после попал на 1-ю зону и прошел буквально за минуту. Зоны отличаются по длине, поэтому я поставил себе цель как можно чаще попадать на 1-й зоны. Это было весело. Я создал себе мини-игру, которая была еще круче основных уровней. Позже вообще пытался все выровнять. Например, у меня было больше зон на 3-м акте, так что и остальных пытался добить до 3-го акта. Иногда мне нравился какой-то уровень больше другого. Я хотел его исследовать еще немного, так что, естественно, старался чаще попадать туда. Это крутой, а главное привлекательный выбор уровней, который цепляет. Реально классный способ выбора уровней, когда их много. Не просто список, а вот такая маленькая забава. С выбором уровня связан еще один прикол. Оставлю на потом. Знаете, такой сюрприз. Вам понравится. После персонажи уходят исследовать уровень на доске из Sonic CD. Посмотрите на смешное лицо Чарми. Так вот, на что отсылается в Sonic Forces, когда Наклз говорит, что нашел пользу для его задницы. В начале уровней показывает столько всего, даже штрих-коды и граффити. А названия состоят из 2 слов, которые начинаются на одну букву. Прям как в Sonic CD.
CD. Есть куча элементов из Соника, которые двигаются автоматически. Лифт, платформы и трубы. Вот только тут они супер медленные, словно это загрузки. Кому нужна скорость? Короче, вы не хотите сюда попасть, если не готовы пойти на следующую часть уровня. В Amazing Arena мы должны найти переключатель, чтобы включить свет и открыть путь. Нам даже показывают на экране, где этот переключатель. Не так уж и сложно. Чарми весит мало, так что он не может использовать эти платформы, на которых нужно сидеть, чтобы они тебя запустили наверх. Так что нужно либо использовать второго игрока, либо улететь, и, наверное, это лучший вариант. Офигеть, Бадник умудрился меня ударить, и кольца круто разлетелись. Прошел сквозь стену. Да я спидранер. Щит в форме кольца. Выглядит как таблетка, я хочу его съесть. Почти все айтемы как в Мании. Синее кольцо комбинирует все кольца в одно большое, что немножко страшно, ведь его можно пропустить. Зачем сделали рандомную смену персонажей? Ну, наверное, чтобы запутать игрока, как и смена первого со вторым персонажем. Но мне это понравилось, потому что я смог испытать других персонажей и подтвердить, что игра легкая за любого. Иногда на локациях появляются бонусные уровни. Это как в Sonic 3. Мы не открываем артефакты, а получаем бонусы, например, кольца. Мы падаем, как в концовке Sonic CD, и попадаем на кирпичи, которые бросают назад. Некоторые ломаются и дают штуки. У нас пружины, которые бросают нас еще дальше. Выход, из-за которого мы выходим. Штука, которая атакует. 10 и 500 колец. Увеличение и уменьшение скорости. Ну и самое главное, нам позволяет выбрать второго персонажа без клешни. И дают уменьшение скорости, когда выбираешь уровень. Да, мы получаем бонусы для хаба. Но мне это, конечно же, не нужно, потому что хватает обычного выбора, который и так прикольный. Смотрите, это же небо Sonic CD. Эгман везде. Есть субмарин. Мы должны нажать на переключатель, чтобы он начал двигаться. Было бы прикольно, если бы мы могли в него зайти. Это же все-таки субмарин. Стоп, такое уже было в Sonic Mania. Стоп, это же субмарин из Мании. А вот босс, где нам показывают выбранное оружие на экране. Так, давайте я просто покажу вам все штуки из Мании, чтобы к этому не возвращаться. Значит, еще один босс, который выглядит как там. Metal Sonic одинаковый. Оба. Зеленая сфера. Бадник из Press Garden. Я уверен, что эти уровни вдохновлялись визуально локациями из Chaotix. Уровни в целом играются как в Мании, только там они проработанные. Да, то самое чувство безумных уровней, которых я описал в 2018-м, было взято из Chaotix'ов. Получается, Sonic Mania — это ремейк Chaotix'ов с классическим геймплеем. Есть и сходство с Sonic Frontiers. Эгман пришел на остров, чтобы его исследовать, и основал базу. Остров связан с островом Ангела, и на нем жила древняя цивилизация богов, которые спустились с неба. Какой-то бадник меня украл, и второй игрок должен был его уничтожить. Забавно, что будет такой босс. Появляется какой-то робот Эгман. Нужно атаковать его голову, которая летит сама по себе, и уклоняться от шарообразных рук. Потом он даст кольца. Такой мини-босс появится несколько раз. И, видимо, тут кольца также отвечают за время, иначе что тут делает этот таймер из спецэтапов? Перед всеми боссами показывают уникальную анимацию, где мы видим уровень во всех деталях. Это так круто, я не могу поверить, что игра существует уже столько лет, и я только сейчас, после собственного прохождения, узнал, что вот такое есть. Благодаря анимациям ты хочешь увидеть босса. Ну не может игра выдать что-то плохое после такого. Но боссы простые и не стоят ожиданий. Первый босс. Сначала ждем, потом прыгаем. Его кристалл становится красным, когда мало жизни. Чтобы зарядить свои новые изобретения, Эгман использует искусственные темные кольца. Да, это как искусственный изумруд со 2. Круто, мне нужно больше искусственных версий штук из Соника. Классная дрель, где-то плачет один Томми Оливер. Клешня захватила Эспио. Второй босс с кристаллами виспов. В принципе, атакуем его красное пузо и все. Третий босс. Наш напарник сидит высоко, и мы выступаем в качестве шара. Тут я немножко боялся, потому что еще не разобрался, если Чарми наносит урон, но, видимо, наносит. Этого четвертого босса я уже упомянул, но вот он. Появляются штуки на экране, мы атакуем. Увидел колокольчик из Speed Highway, захотелось на него прыгнуть. И мой интерес окупился, потому что я упал вниз уровня. Пятый босс на небесах в стиле Launch Base Zone. У меня начинаются Cuphead флешбеки из-за карнавала. Почему у него гигантская соска? И Эгман улетает на крутом джетпаке, а не Эгмобиле. У Metal Соника нет анимации, но это даже круче, потому что ты не ожидаешь, что он появится в хабе. Значит, у него разные атаки. Нужно выбрать X, чтобы убрать одну. И так нужно сделать 4 раза, если попадете с первой попытки. Иначе вы должны уклоняться. Первая атака. Поднимаются платформы, появляются шипы, а бамперы бросают нас туда. Достаточно прикольно. Вторая атака бесит больше всех. Должны ждать, пока этот тентакль медленно атакует. Третья атака. Убегаем от быстрых ракет. Четвертая атака. Появляются лезвия. Я слишком крутой для этой игры, так что должен был специально их выбрать, чтобы увидеть, что там. Кат-сцена супер странная и непонятная. После уничтожения платформы Metal Sonic улетает. Эгман улыбается рядом с этим аппаратом, который засасывает силу суперкольца. При помощи него доктор хочет добраться до Мастера Изумруда.
Видимо, Наклз на этот раз хорошо его спрятал, раз уж он не может просто прилететь на остров Ангела. Или Наклз каким-то образом его заколдовал, и доктор даже не может к нему прикоснуться. Или Эггман хочет использовать силу Мастера Изумруда, когда хочет при помощи суперколец. Падает разрушенный Метал Соник, что удивляет Эггмана. Он что-то нажимает на невидимом компьютере, разлетаются маленькие кольца, и большой выглядит истощенным, прям как черные изумруды хаоса. Эггман поднимается просто так, Метал Соник за ним, и каким-то образом мы деремся с гигантским красным Метал Соником. Он справа, мы уничтожаем его руку, и потом он летит сзади, при этом на место его руки взрыв. Но насколько же это круто! Он атакует уже правой рукой, мы уничтожаем ее, но он не сдается, слева атакует гигантским лазером, и мы должны его заманить где-то по центру, чтобы атаковать пузо. После Эггман в овальном кольце смеется прямо нам в лицо, если мы не собрали все хаос-кольца в спецэтапах. И мы получаем самую лучшую плохую концовку во вселенной. Метал летит над горячим городом, который прям пылает, горит красным пламенем. Да, из-за нас случился геноцид. У твоих действий есть последствия. Эта концовка настолько крутая, что я аж не хочу пройти на хорошую. Офигеть, сколько людей сделали эту игру. Я хочу ознакомиться с каждым другим проектом, над которыми они работали. Да, я это сделаю. Они же меня поблагодарили за прохождение. Я обязан пройти остальные игры. О, Эми появляется в саунд-тесте, если введем чит. Как я мог не упомянуть? Игра плохая. Хуже не придумаешь. Но они хотя бы хотели что-то интересное сделать, и она вдохновила многих на создание уже своих проектов. Даже если дизайн непривычный и странный, все равно можно получить удовольствие. У Соника был еще один странный спин-офф на Sega — Sonic Eraser, которого вы можете оценить в не менее странном видео.